Когда беременная белая кошка без милости была оставлена у входа в приют, никто не мог предсказать, что произойдет дальше. Дни, наполненные тревогой и молчанием, превратились в захватывающий момент. И то, что в конечном итоге вышло из нее, полностью ошеломило всех. В ту морозную зимнюю ночь, когда улицы лежали в темноте и холода, кто-то поспешно оставил картонную коробку у двери маленького приюта для животных. Внутри, стараясь сделать себя невидимой, скрутилась белая кошка с мотаным шерстяным покровом и испуганными глазами. Ее дыхание было затрудненным и поверхностным. Ее опухший живот ясно свидетельствовал о том, что она скоро собиралась родить. Это был худший возможный момент для оставления, как раз тогда, когда ей особенно требовалась безопасность, спокойствие и человеческая забота. Марк, один из волонтеров приюта, вышел убраться в мусорных баках, когда чуть не споткнулся о коробку. Он посмотрел вниз с шоком. Его грудь сжалась. «Боже мой, кто мог сделать что-то подобное?» – прошептал он, наклоняясь, чтобы внимательнее рассмотреть кошку. Она не двигалась сразу, просто смотрела на него большими, блестящими глазами, молча задаваясь вопросом, может ли она больше доверять кому-либо. Мяуканий не было, только тяжелое молчание, которое видно у тех, кто потерял надежду. Марк медленно протянул руку, но кошка прижалась к углу коробки. Каждый человеческий жест казался ей опасным. «Все хорошо, солнышко», – прошептал он мягко. «Ты в безопасности теперь». Он осторожно поднял коробку и перенес ее внутрь. Ночь, которая последовала, была короткой и напряженной. Они постелили старое одеяло для нее, поставили рядом воду и еду, но она почти ничего не тронула. Она оставалась абсолютно неподвижной, глаза были устремлены на дверь, как будто боясь, что ее снова выбросят на улицу. К утру все в приюте казалось иным. В окружении привычных гавканий собак, скрипящих ведер и спешащих волонтеров с мисками для еды, одна тема доминировала во всех разговорах. Белая кошка, которую нашли накануне, в то время как другие животные получали свою обычную заботу, все взгляды невольно обращались в сторону изолированной комнаты, где ее разместили. Не каждый день в приют поступает беременная самка. Эта ситуация требовала особого внимания. Во время осмотра доктор Ричардс, ветеринар приюта, аккуратно ощупал ее округлый живот и почувствовал, как внутри движутся котята. «Она очень близка к родам», – сказал он, нахмурившись. «Что удивляет меня, так это то, как необычно спокойно она выглядит, учитывая то, что с ней происходит», – добавил он. Но в ее полузакрытых глазах не было никакого спокойствия, только выражение смирения. Как у того, кто пережил слишком много штормов, чтобы испугаться вновь, волонтеры решили дать ей имя Луны. Они сразу же начали искать любую идентификацию, но ни микрочипа, ни документов не было, только старая, поношенная синяя ошейка, которая висела свободно, намекая, что когда-то кто-то принял ее в дом. Невольно возникали вопросы. Почему кто-то оставил беременную кошку в такой критический момент? Может быть, прежняя семья не могла справиться с расходами и ответственностью за потомство. Реальность была ужасной. Кошки могут забеременеть каждые 3 месяца, а значит, одна нестерилизованная самка может за свою жизнь принести более 200 котят. Возможно, никто на самом деле не заботился о ней. А может, Луна была просто еще одной жертвой той бездушной равнодушия, которую проявляют некоторые люди к животным, обращаясь с ними как с образцовым веществом. Пока все говорили, Луна оставалась тихой. Она почти ничего не ела, мало пила и казалась спокойной только тогда, когда кто-то садился на пол рядом с ней, не трогая ее, просто разделяя пространство. Что-то внутри нее было разбито, невидимая рана, которая не затягивалась быстро.
В течение нескольких следующих дней приют работал, не покладая рук. Юлия, волонтер, подготовила деревянную коробку, выстланную мягкими одеялами, чтобы дать ей теплое и безопасное место. Иногда она включала радио с нежной музыкой, полагая, что это поможет кошке почувствовать себя менее одинокой. «Животные понимают гораздо больше, чем мы думаем», — говорила Юлия, уверенная, что эмоциональная поддержка действительно важна. Однако Луна продолжала проявлять тревогу. Она металась по комнатке, ложилась и вставала снова и снова, ища что-то, что, казалось, не могла найти. Любое внезапное движение заставляло ее мех вздыбиться, и она спешила укрыться. Ее жесткие мышцы выдавали глубокие психологические раны. Со временем тревога усиливалась. Роды, казались, задерживаются слишком долго. Доктор Ричардс собрал волонтеров и объяснил: если она не расслабится, схватки могут полностью прекратиться, и это будет очень опасно. Его слова нависли тяжело в небольшом помещении. С этого момента тревога овладела волонтерами. А что, если Луна не сможет родить самостоятельно? Что, если потребуется экстренное вмешательство? Луна, казалось, ощущая напряженность вокруг себя, лежала без движений в течение ночей, смотря в никуда. Возможно, она помнила запах того, кто бросил ее, или звук закрывающихся за ней ворот. Каждый вздох с явным усилием или резкое движение заставляли кого-то подбегать, проверить, начались ли роды, но ничего не происходило. Часы превращались в дни, и каждое новое утро приносило ту же волну тревоги. Роды Луны просто не начинались. Ее живот становился тяжелее, движение медленнее, а выражение лица, хотя и настороженное, казалось, было захвачено молчаливым страданием. В изолированной комнате Луна шла по кругу, нюхая углы, коротко ложилась, затем сразу же вставала. Это был бесконечный цикл, как будто она искала что-то вечно недостижимое. Напряжение нарастало среди волонтеров. «Она гораздо позже ожидаемого срока», — сказал доктор Ричардс с тяжелым голосом, крепко держа в руках свои заметки. «Если так продолжится, нам нужно будет подумать о медицинском вмешательстве». Эти слова звучали как приговор. Казалось, что недоверие Луны мешает ей родить. Травма от оставления каким-то образом блокировала ее природные инстинкты. Затем, в особенно холодную ночь, Луна произнесла другой звук. Она легла на бок и с трудом дышала. Юлия поспешила позвать Ричардса. В течение 30 минут все думали, что котята вот-вот появятся. Они приготовили полотенца, согрели комнату, приглушили свет. Но вдруг Луна встала, подошла к поилке и выпила с мирным видом, словно ничего не случилось. Облегчение смешалось с разочарованием. Каждая ложная тревога истощала волонтеров все больше. Но как долго это могло продолжаться? В пятые сутки, когда Юлия Ковите оставалась одна в комнате, слушая тихое дыхание кошки, в ее глазах было что-то почти человеческое, словно она умоляла о еще немного времени. «Чего ты ждешь, маленькая?» – шептала Юлия. Луна закрыла глаза и впервые опустила голову на руку Юлии. Такой простой жест, но очень неожиданный. В слезах навернулись слезы. Возможно, это был первый крошечный проблеск в защитной стене страха. На следующее утро Луна даже не стала есть. Она оставалась свернутой в своем уголке, еле шевелила ушами, когда кто-то входил. И внезапно раздался пронзительный крик. Голос Луны, неприлично полный боли и срочности, прорезал тишину приюта как нож. У сердца Юлии чуть сердце не остановилось. Это было оно. За секунды волонтеры бросились в движение, оставив все, побежали к деревянной коробке. Телесное тело Луны судорожно сокращалось. Мощные схватки проходили через нее непрерывными волнами, и в комнате занялось молчание. Все замерли, ожидая. Время остановилось. Никто не осмеливался двигаться.
Никто не осмеливался дышать. Природа взяла контроль. Шероховатая и беспощадная, неостановимая. Руки Юлии дрожали, когда она взяла полотенце, шепча слова, которых Луна не могла понять. Эти слова больше предназначались, чтобы убаюкать собственное сердце. И вдруг разразилась тишина. Маленький, почти безвольно вздох, почти незаметный, почти потерянный. Мокрое, хрупкое тельце скользнуло в мир. Котенок с бледной шерстью, деликатный, будто лунный свет. Глаза были запечатаны, уши приклеены к маленькой голове. Он весил не больше пучка перьев. Влажная шерстка новорожденного прилипла к его невероятно крошечному телу. Его милый розовый носик слепо искал тепло. Маленькие лапки не больше капель росы беспомощно плевались в воздух. Луна, ведомая древним инстинктом, притянула его к себе и очистила с яростной нежностью. Ее жесткий язык вернул его к жизни. Первое дыхание котенка – чудо. Крошечная грудь поднималась и опускалась, а его крошечное сердце впервые забилось в холодном мире снаружи. На каждом лице побеждали слезы, наблюдая. После бесконечных дней ужаса первый крик новой жизни проник в темноту приюта. Минуты тянулись, и появились другие котята. Затем еще один. Все такие же крошечные, такие же совершенные, такие же невероятно уязвимые. Некоторые тихо мяукали, их голоса едва слышны. Другие лежали тихо, экономя каждую каплю сил для выживания. Глаза волонтеров расширились от недоверия. Это было нечто необычное. Один за другим котята появлялись на свет. Каждый из них был призрачным отражением своей матери, словно крошечные отражающие луны. 3, 4, 5. Юлия считала их, ее голос почти был вырван из горла, руки тряслись неподконтрольно. Когда появился шестой, Ричардс, споткнувшись назад и качая головой, сказал: «Это уже больше, чем обычно», но его голос застрял. «Она идет дальше». И Луна не останавливалась. Время словно раскололось, реальность искривилась. Луна шла вперед с жестокой решимостью, принуждая жизнь выйти на свет вопреки невозможным шансам. Волонтеры, которые чуть не исчезли в мнимом страхе, теперь не могли скрыть своего изумления. Каждый крик был победой, вырванной из тьмы. Каждая крошечная форма, не больше маленькой кусочка мыла, влажная и уязвимая, но уже борющаяся за жизнь. Когда появился 10-м котенком, все подумали, что на этом все закончится. Но Луна, уставшая, трясущаяся, едва не потерявшая сознание, сделала последние сокращения. 11-й. Приют погрузился в гробовую тишину. 11. Ошарашенные. Замершие. Не верящие своим глазам. Обычно послеродовые периоды включали 3-5 котят, а 11 почти невозможно. Это было что-то сверхприродное. Юлия закрыла лицо. Ее тело дрожало от рыданий, которыми она не могла сдержать. «Ты не просто ждала», – прошептала она. «Ты защищала целую армию». Луна, задыхаясь, устроилась среди своих котят, окружая их как живой нимб. Ее полузакрытые глаза больше не выражали страха, только усталое облегчение и тихую, непоколебимую силу. Покинутую кошку из теней наполнил взрыв жизни. Затем Ричардс заметил нечто, что заставило его кровь остынуть. Это его голос дрожал от благоговения. «Это невозможно. Она имеет 11 сосков, намного больше обычных 6-8, и кошки почти всегда имеют равное число, а тут 11. Странно, беспрецедентно. Ее тело было создано именно для этого момента, словно сама природа знала, что будет дальше.
Казалось, судьба подготовила Луну к этому невозможному потомству, биологическому чуду, которое нарушает все правила. Волонтеры сменяли друг друга часами, высушивая котят, согревая их и обеспечивая каждой возможность сосать. Это было нелегко. 11 голодных ртов, но уникальное тело Луны обеспечивало достаточно молока для всех. Благодаря креативной организации и внимательному уходу они гарантировали, что каждый получил питание. Но больше всего поразило присутствующих – поведение Луны. Несмотря на усталость, она оставалась бдительной, следя за каждым движением возле своих малышей. Ее взгляд уже не содержал подозрительности, только твердая решимость человека, который наконец-то снова нашел в себе веру. Удивительно было не только число котят, но и то, что это значило. Оставление, которое могло означать конец, вместо этого стало началом истории о выживании. Каждый крик малыша напоминал волонтерам, почему они делают эту работу. Не ради спасения, а потому, что такие чудеса действительно происходят. Ричардс, обычно сдержанный, не смог скрыть своей эмоциональной улыбки. Я видел множество родов, но такого никто не видел. Эта кошка не просто рожает котят, она дарит нам что-то драгоценное, сказал он мягко, и напомнила нам, почему так важно стерилизовать и кастрировать животных. Без этого цикл страданий продолжается бесконечно. Мы предлагаем бесплатные услуги по стерилизации и кастрации, а также вакцинацию и процедуру обработка ушных раковин для идентификации в каждом нашем приюте. Очень важно, чтобы мы работали вместе как сообщество, чтобы помогать таким кошкам, как Луна. Следующие недели принесли в приют совершенно новую ритмику. Там, где раньше царило тревожное и тихое настроение, теперь раздавался сладкий хор из 11 крошечных голосов, наполняя каждое пространство. Луна, отдыхая в своей деревянной коробке, окруженная котятами, казалась преобразившейся. Она больше не вздрагивала от мелких звуков. Она не отступала, когда к ней приближались люди. Ее глаза отражали новое спокойствие, почти как вновь обретенное доверие. Все 11 котят процветали под ее заботой, становились сильнее с каждым днем. Волонтеры, несмотря на усталость от дополнительной работы, чувствовали смесь гордости и привязанности. Каждое посещение комнаты Луны напоминало, почему эта работа так важна. Образ белой кошки, мирно сидящей со своими малышами, стал для них как путеводный свет внутри приюта. Когда усталость становилась невыносимой, вход в эту комнату напоминал всем, что чудеса действительно существуют. Постепенно котята превращались в сильных, энергичных и любопытных малышей. Их бледная шерсть, отражающая солнечный свет через окно, казалось содержать кусочки материнской силы внутри них. И постепенно, один за другим, они находили семьи, готовые принять их с любовью. Каждая порадовала смешанными чувствами, грустью при прощании и радостью от новых начинаний. Когда последний котенок покинул приют, Луна осталась чуть немного дольше, но уже больше не была той напуганной кошкой, которую обнаружили в коробке той темной ночью. Живя в любящей семье, она наконец-то получила то, что заслужила. Дом навсегда, где ее не будут воспринимать как бремя, а как ценную часть жизни кого-то. У входа в приют, наблюдая, как она уходит в объятиях нового хозяина, Юлия почувствовала сжимающееся сердце, но не от грусти, а от благодарности. «Удачи тебе, сладкая луна», – прошептала она, улыбаясь тепло. «Пусть твой свет вечно сияет». Итак, кошка, которая пришла одна и нежеланная, оставила за собой путь надежды, напоминание о том, что даже в самые темные времена жизнь всегда ищет новые начала. Тебе понравилась эта история? Что бы ты сделал, если бы на ту холодную зимнюю ночь ты обнаружил Луну? Остановился бы, чтобы помочь, или прошел бы мимо?
Напиши нам в комментариях ниже. Если тебе понравилась эта история, подпишись на наш канал и поставь лайк. Огромное спасибо за то, что слушал. Увидимся в следующем видео. Желаю тебе хорошего дня.